Доброго времени суток! В этом видео я расскажу вам о нововведениях и изменениях в обновлении 0.54. Начнем с меню настроек. Основное меню подверглось небольшим изменениям. В настройках графики были добавлены разделы: общие настройки графики, настройки освещения, настройки эффектов и настройки строительства. Ниже расположены обычные настройки дефолтного Майнкрафта. В настройках графики находится дальность прорисовки блоков и моделей, а также качество текстуры и туман. В настройках освещения можно настроить все, что относится к новому освещению, а также появились новые пункты, такие как настройки света от солнца и луны и разные текстурные карты, улучшающие детализацию блоков и моделей. В настройках эффектов всего два пункта: дым от оружия и Bloom эффект. В настройках строительства можно включить или выключить красное выделение моделей и изменить дальность отрисовки. В обновлении был добавлен динамический свет от солнца и луны вместе с тенями. Мы не использовали стандартные шейдеры, так как они несовместимы с нашим освещением. Это пока не финальная версия, в дальнейшем будут реализованы каскадные тени. Возможно, вы заметили, как в видео выросла детализация моделей и блоков. Это связано не с увеличением разрешения текстур. Был доработан рендер и появилась возможность использования текстур Normally, Specular и Emission. Добавлена постобработка, а именно Bloom эффект, когда на ярких гранях объектов свет размывается. На старой версии мы использовали PNG формат текстур, который не позволял нам сделать дополнительные текстурные карты, так как при загрузке пары страничек модели моя память на видеокарте упиралась в потолок. Для решения этой проблемы мы перешли на формат DDS, который позволяет загружать сжатые текстуры прямиком в память видеокарты, а также заранее созданные mipmap карты. Улучшение оказалось настолько значительным, что моей памяти достаточно, чтобы загрузить все модели на максимальной настройке графики. До этой оптимизации локация, на которой записывался ролик, не влезала в память видеокарты. Добавлено много ambient звуков, которые меняются в зависимости от того, где вы находитесь. В туннелях метро звуком сделана реверберация, которая создает эффект эхо. Для мутантов в обновлении сделана костная анимация, а также введен носач в игру. Анимация для носача сделана мной на скорую руку. В дальнейшем планируем найти человека, который займется анимациями. Интеллект мутантов был немного улучшен, чтобы они не застревали на микроблоках и блоках с моделями. Над этим еще надо работать, но даже с этими доработками мутанты представляют хоть какую-то угрозу и не застряют на месте. Добавлены спавнеры мобов с настройками. Можно задавать время спавна, количество мутантов, кого спавнить, спавнить ли, если старые мутанты еще не убиты, и возможность отключения спавна, если рядом есть игроки.
Добавлен блок для включения и выключения ламп с помощью редстоуна. В блок вводятся координаты ламп. Моделям с анимацией можно выставлять максимальное значение, например, чтобы гермоворота открывались не до конца. Теперь, когда вы берете модель на колесико мыши, также копируется ее поворот и размер. Микроблоки и модели теперь друзья и могут быть вместе в одном блоке. К некоторым моделям добавлено свойство инвентаря. Правым кликом с сжатым шифтом открывается меню настроек. Можно открывать инвентарь или сразу выдавать предметы, выставить время между появлением предметов, а также какие предметы будут выпадать и с каким шансом. Инвентарь был немного изменен, добавлены раздельные слоты для противогаза и шлема. Дополнительные слоты для патронов появляются, если одеть штаны и броню. Количество добавляемых слотов зависит от вещей, которые вы одеваете. Также были добавлены слоты под часы, счетчик Гейгера и ПНВ. Предметы теперь подбираются на клавишу, которую можно назначить в настройках управления. Добавлено большое количество предметов. Валюта, предметы для крафта, лут, мусор, еда, вода, вещи, электроника, препараты и химия, новая броня, 2 новых оружия АКСУ и ублюдок и модификации к ним. Добавлен ручной генератор. Наручные часы, которые показывают, насколько вас видно, прибор ночного видения и счетчик Гейгера, который реагирует на уровни радиации. Слева наименьший уровень, справа наибольший. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будем ждать вас на нашем сервере.